on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Дорадо читает Кэт Вилд. Глава 39. Ужин готовить не пришлось. Чимин от нечего делать приготовил его сам. Правда, не знал, что Тэхён вернется не один. Но еды всем должно было хватить. «Здравствуйте!» — удивленно получилось, когда Чимин поднял голову на вошедших в кухню. «Я уже думал, что ты не приедешь, Тэхён». Время было уже совсем позднее. Чимин засиделся с какими-то бумагами. Быстренько их убрал и отнес в комнату, освобождая стол. «Я бы позвонил предупредить». Тэхён подтолкнул Чонгука к столу. «Только ради всего святого. Не повторяйте свою утреннюю перепалку. Ладно? Я еще от нее не отошел». Он повел носом и расцвел. «Еда! Ты приготовил ужин, Чимини?» «И навел порядок», — фыркнул тот. Он не первый раз это делал во всей части дома Тэхёна, оставляя нетронутой только его комнату. Но Тэхён как будто этого не замечал. «О, Господи!» Чимин уже принялся расставлять тарелки, как увидел окровавленную майку Чонгука, потому что тот, наконец, снял ветровку, чтобы сесть. «Что случилось?» «Ты оставляешь Астрид без карманных денег. Я плачу ей за уборку дважды в неделю», — заулыбался Тэхён. «Ой, сейчас я тебе принесу чистую рубашку. Давай сразу в стирку кину», — обратился он к Чонгуку. И уже Чимину объяснил. Мы поехали в гости для беседы, а попали в перестрелку. Чонгук ловко вылез из грязной майки и перекинул ее Тэхёну, скрутив в шар, как будто они тут интересные соревнования устроили. Чимин не мог не разглядеть его мышцы, татуировки и свежую рану, заклеенную белой повязкой. «Вот и оставляю вас одних», — буркнул он и силой заставил себя отвернуться. Тэхён вернулся уже без пиджака. Отдал Чонгуку мягкую домашнюю рубашку из синей хлопковой фланели. Мимоходом потрогал его лоб, не поднялась ли температура, и сел за стол, придвинув к себе тарелку. Он постарался рассказать все, уже прекрасно зная образ мышления напарника, рассказывая так, как сам Чимин бы это структурировал. «Завтра с утра мы поищем сведения о семье Ямада. Посмотришь в наших рабочих картотеках, вдруг что всплывало. А пока я пригласил Чонгука к нам поужинать и отдыхать». Чимин посмотрел на Чонгука, который просто и с аппетитом ел, как самый простой обычный человек в этом городе. Прокрутил у себя в голове услышанное и перевел взгляд на Тэхёна. «Я поищу», — прикусил краешек губы, словно хотел еще что-то сказать, но сдерживался. «Отдыхайте. Посуду я с утра помою. Оставьте ее мне». Он сам давно уже поел, а сейчас только выпил на ночь стакан теплого молока и ушел к себе в комнату, пожелав доброй ночи. Тэхён вышел за ним, поймал ладонями и опустил голову ему на плечо сзади. «Я так за него перепугался», — тихо шепнул он. «Спасибо, Чимини». «За то, что понимаю?» Его плечи слегка вздрогнули. «Да», — выдохнул Тэхён, сжимая друга чуть крепче. Он бы не стал никого приводить домой на ночь, в обычной ситуации. Даже Чонгука бы не стал. Это было их жилище с Чимином, их собственный уютный мир. Но сейчас его еще внутренне колотило от того, как близко прошла пуля. Несколько сантиметров, и они бы вели совсем другие разговоры. «И за что я не задаю лишних вопросов?» Чимин опустил голову. «А Юнги?» Он сказал мне, что не убивал его. А о большем я не спрашивал. И я ему верю. Он не стал бы врать мне в таком. Но он его знал. Чимин резко развернулся, поймав Тэхёна за руки.
Он еще один человек, который знал его. Может быть, даже лучше, чем я. Почему я не могу узнать еще что-нибудь? Как то, что рассказал Сакджин. Почему мне так нужно хотя бы еще что-то знать о нем? Как будто, если бы я узнаю, мне станет легче. Он его знал, подтвердил Тэхён. Спроси его об этом сам утром. Я не думаю, что он откажется что-то тебе рассказать. Он хороший человек, если найти к нему подход. Может быть, он только с тобой хороший. Чимин от чего-то хлюпнул носом и отстранился. Иди уже, доедайте, но я пойду спать. Тэхён вернулся в комнату, переставил стул поближе к Чонгуку и погладил его по руке. Ну вот, я обещал сделать тебе ужин и обманул. Ласково и немного виновато сказал он. Ничего страшного. Это тоже было вполне съедобно. Чонгук уже все доел и сидел, дожидаясь возвращения Тэхёна. А теперь поймал ее руку своими. Ты, наверное, очень устал за день. Давай отложим вообще все на завтра и пойдем в постель. Кстати, твоя рубашка такая приятная. Я никогда такие не носил. Придется тебе ее отдать, да? Пошутил Тэхён. Давай, ты прав. Сейчас лучше лечь. Я даже душ тебе предлагать опасаюсь, чтобы не намочить повязку. Придется тебе утром помогать мне мыть голову. Я не могу оставить свои волосы без помывки. Это ужасно выглядит, когда они грязные. Ну, веди меня в свою постель. А я буду притворяться по пути, что уже умираю, — засмеялся Чонгук. Как меня угораздило с тобой связаться. Тэхён почти дословно повторил слова Чимина утром. Пойдем уже. Перед тем, как лечь, Чонгук наразделся. Рубашка была очень приятной к телу, но слишком теплой. Да и Тэхёна рядом хотелось чувствовать кожей без преград. Я помню все твои намеки про то, что мы не будем шуметь. Ну, прости, мне это очень нужно. Повторил он, когда притянул Тэхёна к себе, а затем впился в его шею зубами. Тот откинул голову, предоставляя лучший доступ, и заглушил стон запястьем. «Береги Бог», — только и сказал он. Под зубами Чонгука в его руках становилось легче. Отступал липкий страх за жизнь этого непутевого, но такого своего человека. Да черт-то с ним. Чонгук обвел языком свежий след и нырнул с другой стороны, еще не тронутой. Он не боялся за свою жизнь. Перестал за нее бояться уже очень давно. Но сейчас, ощущая ее в полной мере и из-за Тэхёна, дал себе слово, что начнет. Не хотелось, чтобы Тэхёну было из-за него больно. Только если от его зубов. Чуть-чуть. Но это Чонгуку страшно нравилось. И вкус его кожи, и то, какие звуки он слышал, когда сжимал на ней зубы, и то, как Тэхён ему это позволял. Чонгук не отстал, пока не получил несколько жарких поцелуев, в которых глушить звуки приходилось уже обоим. Он жадно трогал Тэхёна под одеялом, везде, где хотел, совершенно бессовестно и нагло, а потом крепко обнимал, вжимая в себя. «Совести у тебя нет», — как-то непривычно жалобно сказал Тэхён, прежде чем нырнуть под одеяло с головой. Скользнул гибко, несмотря на все еще ноющую спину, вдоль тела Чонгука. Широко прошелся языком по его груди и прессу и опустил ладони на бедра. «Лежи смирно», — велел он из-под одеяла, прежде чем обхватить его своим жарким, требовательным, бесстыдным ртом. Кажется, даже Чимин за стенкой услышал это восхищенное ругательство на японском, после чего Чонгук прикрыл свой же рот ладонью, опустив одеяло и не смущая Тэхёна взглядом, позволяя ему быть таким, действующим словно вор в темноте и на ощупь. Бедра Чонгука буквально окаменели, да и не только они. Мелькнула короткая забавная мысль о том, что подстрелили Чонгука именно сейчас, и словами и ртом, что его захватил.
Наверное, Тэхён его берег, держал крепко, не давая тревожить рану. А вот себя не щадил. Вбирая губами, скользя ими по стволу, ласкал языком и снова глубоко вбирал. Он дышал короткими рывками, в уголках глаз скопили слезы. Но он даже отстраниться не мог отпустить Чонгука. Берег его и мучил его и себя, доводил до изнеможения, чутко слушая язык его тела. Вообще в Чонгука раньше влюблялись. Но ему всегда было на это плевать. А сейчас тем более. Сейчас было все равно, как к нему когда-нибудь хоть кто-то относился. Кто его еще когда-нибудь целовал. Кроме Тэхёна больше никого не существовало. Потому что с тем, как Тэхён относился к нему, сняв с него последнее, обнажив его хрупкую душу, не могло сравниться ничье отношение. И сам Чонгук не хотел, чтобы его сердце так билось от кого-то еще. Что оно гнало не кровь, лаву по телу, кипящую и огненную, уничтожающую все, что с ним было раньше. Потому что этот огонь и уничтожал. Это была его первая миссия, а вторая заключалась в возрождении. Появившийся в его жизни Тэхён открыл для Чонгука новые грани его восприятия физической близости. Этот человек показал ему новую высоту, заявив одним своим взглядом: «Лети со мной, ты можешь выше». И Чонгук взлетел, не сомневаясь, а внизу пылали пожары. Скользнув руками под одеяло, он вплел пальцы в волосы Тэхёна. Он должен был чувствовать, что такой Тэхён ему не приснился, настолько жадный до него. Чонгук не двигался, старался не кричать в голос, хотя очень хотелось. Глушил стоны во рту, глотал их и давился ими. А когда извергался ему в рот той самой лавой, что кипела в нем и нашла выход, понял, что сейчас мог бы признаться ему совершенно во всем. Если бы Тэхён только открыл рот и спросил, Чонгук признался бы. В этой постели не существовало никакого ханза, который сдерживал правду в рамках своей морали. Тэхён его просто уничтожил своим ртом. Но Чонгук не давал ничего спросить. Он вытащил Тэхёна буквально за волосы. Подтянул на себя и на себя же уложил, лицом к потолку. Остатки лавы на его руках должны были достаться Тэхёну, как и все, что было в Чонгуке. Он прижимал его к себе, не переживая ни о каких повязках. Подумаешь, немного покровит, не страшно. Страшно было лететь одному, когда звенело в ушах и в горле соднили еле сдерживаемые звуки. Одеяло оказалось куда-то сброшено, и без него было слишком жарко. Чонгук ласкал Тэхёна руками, не размениваясь на нежности. А на ухо жарко шептал: «Я люблю тебя, люблю». «Поцелуй меня», — потребовал Тэхён, толкаясь бедрами. «Пожалуйста, поцелуй меня сейчас». Ему это было так нужно — приникнуть к губам, выпить эти слова, глотнуть дыхание Чонгука, его мафиози, которого он никому не отдаст. Чтобы не свернуть ему случайно шею, Чонгук развернул Тэхёна снова, уже к себе лицом, усаживая на свои бедра. Он дернулся к нему так, словно если бы коснулся секунды позже, вот то просто погиб. Обняв его голову, прижимаясь грудью к груди, Чонгук целовал, выражая в этом то, что не умел сказать словами. То, что он чувствовал сверх этого с лихвой без остатка. А Тэхён жадно забирал все, и сказанное, и нет. Глава 40. Утром Чимина разбудил неожиданный телефонный звонок от человека, которого он меньше всего ожидал услышать. Кроме Юнги, конечно. Выслушав его, агент подскочил, быстро оделся и постучал в комнату Тэхёна. Там было тихо, никто не ответил, поэтому, отчаянно жмурясь, Чимин вошел без разрешения. «Тэхён, пора вставать. Очень пора», — выдохнул он, стараясь не смотреть в сторону кровати
и говорить громко, отчетливо. Звонил Чон Хасок. Похитители с ним связались, требовали за картину выкуп. И того парня, что стрелял в галерее. Да уж, такие новости не оставляли спокойному завтраку места в их расписании. Сколько они стоят? Тэхён проснулся мгновенно, скатился с Чунгука, которого до этого оплетал руками и ногами. «Отвернись», — скомандовал он, натягивая на себя первые попавшиеся штаны. Кинул Чунгука халат и восхитился. Какие же идиоты! Если они предъявляют требования Чону, откуда он должен взять труп? Чимин стоял к ним спиной. Ты не понял, Тэхён, он покачал головой. Они требуют Сакджина. Сакджина они получат только через труп Ким Намджуна, возразил напарник. Если я хоть что-то понимаю в этих двоих. Ты оделся? Не можно поворачиваться. Тимин покосился на обоих. А Чунгук медленно поднялся и потянулся от души. Ну, халат все-таки надел. Проблема в том, что это не все, выдохнул Чимин. Они связались с Чоном ночью. Он взял деньги и поехал. А теперь ему обещают прострелить башку, если Сакджин не приедет завтра утром. Он звонил от них. Когда они, блядь, все успели-то? Зашипел Чунгук, встрепенувшись в поисках джинсов. И сколько их там вообще? Чон Хасок звонил сам? Уточнил Тэхён. Тебе лично? Он уже связывался с Сакджином? Да, только что звонил. Ему дали всего один звонок, и он почему-то решил позвонить мне. Чимин прижал ладони к бледному лицу. Сакджин, насколько я понимаю, сейчас где-то над Атлантикой вместе с Намджуном. Они же улетели вчера ночью. Сумасшедший дом! Тэхён запустил пальцы в волосы. Как улетели? Я же с ним не поговорил. Я думал сегодня это сделать. Тихо, спокойно, сказал Чунгук, надев рубашку. Вы агенты или как? Давайте собирать группу захвата. Адрес есть? Куда ехать Сакджину? До утра еще есть время подготовиться. Я подключу своих, сколько бы их там ни было. Нас по-любому будет больше. Он положил руку на плечо Тэхёна. Мы его вытащим, пообещал он очень серьезно, несмотря на все прочие разногласия с тем Чоном. Ну, у нас же нет Сакджина. Они Хасока убьют раньше, чем мы туда зайдем, распереживался Чимин. Придется их отвлекать, улыбнулся Чунгук. Возьму это на себя, и покосился на Тэхёна. На нас с моими друзьями. Если они тебя убьют, ты умрешь с немытыми волосами. Тэхён попытался ему улыбнуться, но вышло на редкость криво. Так что постарайся поосторожнее, ладно? О, черт! Чунгук провел рукой по своим волосам. А это действительно проблема. Чимин только фыркнул на них обоих и пошел звонить в бюро. Пока делались все звонки и проходили сборы, Тэхён успел приготовить всем кофе. «Тимин, ну а как проходил разговор?» — задумчиво спросил он. «Как он обращался к тебе? Они поняли, кому он звонит? Что именно Чон Хасок говорил?» «Он называл меня просто солнышко», — выдохнул Чимин, сжимая чашку. «Я даже не сразу понял, почему. Он говорил, что привез деньги, но этого было мало, потому что они потребовали другого парня из галереи. Он же не может быть с ними заодно и просто тупой, раз поехал туда один». «Совершенно тупой», — согласился Чунгук, закатив глаза. «Лучше бы мне позвонил», — усмехнулся. «Тебя не было дома», — напомнил Тэхён. «Если бы он тебе позвонил, мы бы все выспались». «Это на что это ты сейчас намекаешь?» Чунгук приподнял брови. «На то, что он не такой уж и тупой, если позвонил человеку, который способен поднять нас всех на ноги». Тэхён зевнул и влил в себя остатки кофе.
Позвонил бы тебе, и ему бы не ответили. Мы бы спокойно спали до утра. И извини, Чимин. Уверен, это получилось у него случайно. Хмыкнул Чонгук и положил руку на колено Тэхёна под столом. Ты такой очаровательный, когда сонный. Ты классно шутишь. Я поеду вместо Сакджина, внезапно решил Чимин, изменившись в лице. Вряд ли они его запомнили. Вот это была плохая шутка. Тэхён побледнел. Ты в своем уме? В своем абсолютно, кивнул Чимин. Вас они вчера видели, а меня нет. Больше у нас смазливых корейцев не водится. Просить некого. Придется надевать обувь с каблуком, ну, все такое прочее, чтобы показаться выше и в плечах шире. Ну, я поеду вместо него. Если с Хасоком что-то случится, Юнги на том свете меня не простит. Если с тобой что-то случится, начал Тэхён и осекся. Этот абсурдный план могут даже и согласовать сверху. Тэхён, я агент бюро, напомнил Чимин. Со мной всегда может что-то случиться. Но если я буду просто сидеть дома, убирать и готовить еду, мне надо увольняться. Это моя работа, и я с ней справлюсь. Я в тебе не сомневаюсь, Чимин, внезапно сказал Чонгук и стремительно поцеловал Тэхёна в висок. Мне уже пора бы ехать. Пока я всех соберу, полдня пройдет. Вы будете в отделении? Я позвоню, как только мы определимся со временем. Окей? Окей, заторможенно согласился Тэхён. Бронежилеты наденьте оба. Если с любым из них что-то случится... В жилете я точно буду казаться больше, согласился Чимин. И я тоже. Улыбнулся Чонгук и подмигнул Тэхёну, прежде чем убежал. Тот вздохнул ему вслед, потер ладонью шею и зашипел от боли, когда прикоснулся к месту укуса. А потом закрыл лицо руками буквально на несколько секунд, собирая себя всего воедино. «Пойдем посмотрим, что у меня есть из гардероба», — ровно предложил он Чимину. «Сакджин часто ходит в белом. Подберем тебе образ». Тот согласно кивнул. Он не спрашивал Тэхёна, все ли хорошо. Сейчас хорошо никому из них не было. Впереди маячило очень опасное мероприятие, и агент Пак тоже внутренне готовился к нему. Чимин не мог не думать о Юнги даже сейчас. Каждый раз, когда он смотрел на себя в зеркало, он думал о своем шуточном супруге, покинувшем его. Когда у него было хорошее настроение, он смотрел на себя как будто его глазами. Пытался вызвать в голове тот самый голос, говорящий, что он красивый. Когда было грустно, то невольно сравнивал себя с Хасоком. Да, ноги не такие длинные, улыбка не такая ослепительная, пальцы рук вообще смех и грех. Может, Юнге всегда нравились длинные пальцы. Может, это его завораживало и манило. А сейчас как-то так получилось, что Пак Чимин добровольно вызвался выручить Чон Хасока. И не только потому, что в этом состояла его работа. Подумаешь, один человек в заложниках. Иногда в бюро жертвовали и большим количеством людей ради красивого заголовка. Просто Чон Хасок почему-то позвонил ему. Он возложил на Пак Чимина эту миссию вытащить его из передряги. И Чимин не был бы собой, если бы отказался. Около 6 к рыбацкому ангару в районе одноименной пристани подъехало сразу несколько шикарных автомобилей. Парни, стоящие на карауле, встрепенулись и зашептались между собой. Но Хатори Ханза спокойно вышел из своей машины в своем струящемся шелковом кимоно и красном обе, и бедняги как-то подзависли. За ним шли мужчины постарше, кто в костюмах, кто в традиционных одеждах. Если бы здесь оказались случайные прохожие, они бы удивились такому шествию
решив, что снимается какое-то интересное японское кино. «Мне нужен Ямада», — оповестил Ханза, подойдя к дозорным. И остановился, сложив руки перед собой. Сегодня он вновь был безоружен, что слегка нервировало. Обычно его катана на поясе впечатляла противника своим же видом. Иногда даже не приходилось ее пускать в ход, достаточно было наличия. «Мы пришли с миром», — успокоил он двоих парней, распахнувших перед ними двери. Ханза догадывался, что Ямада Тоши не самый главный в этой группировке. Не было бы в ней так много людей, не замахнулись бы они на галерею, не догадались бы взять Хасока в заложники. Ямада Тоши был слишком молод для таких размахов. Хатори Ханза тоже был не стар, но за его спиной стояли люди, которые были втрое старше многих парней из этого ангара. И к ним вышел тоже весьма пожилой человек. Ямада Кёнджи. Чонгук уже узнал о нем от своих друзей. Как же четко он попал с фамилией. Вот бы из пистолета также научиться. Ямада Кёнджи, человек, сбежавший из Сан-Франциско, забравший с собой сыновей, как только банда Хаки была распущена. О нем слышали на другом конце Америки, в Луизиане. За 10 лет ему удалось там гораздо лучше устроиться. Но здесь, в Сан-Франциско, осталось то, что им мешало спокойно жить. Их задетая семейная гордость. Хаки использовал силу его сыновей, а когда ему надоело, просто выкинул за дверь, как нашкодивших щенков. Хаки изменил свою жизнь, отмылся дочисто, но подросшие псы обзавелись зубами, озверели, а теперь примчались мстить. Жаль, только мозгом не обзавелись, решив сразу играть по-крупному. С ограбления галереи и захвата заложников. Возможно, планировали подставить Хаки. Если бы Чонгук узнал фамилию раньше, он быстрее бы догадался, кого где искать. Но никому и в голову не пришло бы, что за этим стоит Ямада-старший. Как же метко он попал. «Он чем обязан? С кем имею честь разговаривать?» — спросил японец, оглядев неожиданных гостей. Ханза же огляделся внутри. Печальное зрелище, куча хлама, оружие, сваленное в углу, запах рыбы, впитавшейся в доски намертво. «Хатори Ханза», — ответил он и поклонился. «А это...» — он повел рукой, представляя всех по очереди. «Мои люди. Те, что стоят за мной и за меня. Я пришел предложить сделку. Но сначала хочу спросить, господин Ямада, как ваш младший сын? А старший мне, конечно, уже известно. Приношу вам свои соболезнования». «Хатори Ханза?» — удивленно переспросил глава семьи. «Ты что, самый главный человек в этом городе, раз знаешь все и сумел объединить все кланы?» «Вы безумные, проницательно, господин Ямада», — чуть улыбнулся Чонгук. Конечно, это было сильно преувеличено. Находить общий язык, договариваться, выручать при случае, обеспечивать условия и нужные сделки — это совсем не то, что быть самым главным. Главных давно не было. В криминальных сводках Сан-Франциско уже давно не встречалось японских фамилий. И вот это благодаря Хатори Ханза. Не зря его маленькая Осака, район, населенный японцами, рос и процветал. Там много лет не случалось никаких разборок, а в пределах района и с коренными американцами. Они жили, если не в любви и согласии, то с пониманием, как должны друг к другу относиться, чтобы всем легче жилось. Да, основные движущиеся силы любого криминала — взятки, договоренности, шлюхи и наркотики — никуда не исчезли. Но почти все находилось под контролем властей. На что просто закрывали глаза. Что-то списывали, что-то прощали. Главное, что не было наглых грабежей и громких убийств невинных. До недавней поры, пока не знающая новых местных порядков, семья Ямада не приехала в этот город.
Хаттори Ханза сообщил об этом своему собеседнику в общих чертах. «Вы оскорбили меня, господин Ямада». Он все еще слегка улыбался, произнося это. «Вы пришли ко мне в дом в грязной обуви и наследили по всем углам. Но я терпелив и предлагаю вам разуться и вспомнить об уважении». «Прошу извинений, господин Хаттори», — прищурился Кёнджи. «Ранее я не встречал людей, подобных вам, столь молодых, влиятельных. Вы правы, нам стоит разуться перед входом». «Благодарю», — поклонился Хаттори. «Позвольте я озвучу то, с чем пришел. В данный момент вас разыскивает полиция и Федеральное бюро. Я могу обеспечить вам защиту от них, но взамен я прошу почтения. Хотя я и не из тех, кто будет вам указывать на ваше место. Верно, господин Тагучи?» Он взглянул влево. Там стоял человек, которым 10 лет назад пугали маленьких японских детей. «Совершенно верно», — Хаттори кивнул тот. «С вами очень приятно иметь дело». «Так вот, господин Ямада, я выделю вам достойное место в нашей структуре. Я буду обеспечивать вас достойным заработком. Сколько вы хотите, сколько вам нужно. Я вижу у вас достаточно молодых и активных людей. Это требует достойного обеспечения. Для всех найдется работа и место. Вы будете их возглавлять. Я не отдаю приказов, не прошу кланяться мне в ноги. Мне все это не нужно, это прошлый век. Мы с вами живем в новой эпохе. Я лишь прошу и делаю это с уважением». «Что вы получите взамен?» — вновь прищурился Кёнджи. «Союзника», — четко ответил Хаттори, глядя ему в глаза. «Хороший союзник лучше отличного врага. Да, с моей помощью вы не вернете себе старшего сына, но на плечах младшего не будет лежать печать позора. Вы же знаете, что для нас значит наше имя, фамилии наших отцов. Вы и ваш сын будете стоять за мной, возможно, перед лицом другого врага, но будете стоять гордо, с поднятой головой. Разве это место и положение у вас достойно?» Он обвел рукой обветшалый ангар, прогорклый до самой крыши. «Мне нужен Хаки», — процедил Ямада, вспомнив лицо того, кто являлся его врагом. «Вы его получите», — уверил Ханза, «как и того парня, кто убил вашего сына». «По рукам», — решительно сказал мужчина. «Что от меня требуется сейчас?» «Представить мне всех ваших ребят». Ханза не смог сдержать улыбки. «Ах, вы люди такие доверчивые». Ямада тоже был крайне плох. Его поддерживали двое. Хаттори Ханза насчитал 10, внутренне усмехнувшись. Надо же, он ожидал, что здесь целая рота недоумков. «Всех, господин Ямада», — проговорил он, после того, как всем представился и поклонился, а заодно выслушал их имена. Тоши посмотрел на него волком, но воля отца — закон, даже для раненого глупца. Ямада Кёнджи вскинул седую бровь, и тогда Ханза уточнил: «Тех ребят, которые держат заложника, я тоже хочу увидеть». «Ничего не ускользает от вашего глубокого взгляда, да, господин Хаттори?» Теперь Кёнджи прищурился почти уважительно. «Вы безумно проницательны», — повторил Ханза. Кёнджи свистнул, и из подвала вылезли еще двое. «Он еще жив?» — усмехнулся Ханза. «Жив. Мы дали ему время до утра». «Вот и не убивайте его раньше времени», — велел Хаттори. «Я устрою вам встречу с тем парнем из галереи через пару часов. А там делайте с ними обоими, что хотите. Но не в этом городе, господин Ямада. Вы в нем уже достаточно наследили. Прошу, не повторяйте этого. А когда закончите, можете найти меня в японском квартале. Обсудим дальнейшие действия». Ханза вновь поклонился и вышел из ангара.
Мужчины проследовали за ним, расселись по машинам и уехали. Чингук достал из бардачка рацию, проехав пару кварталов, и отчитался о составе группы. Сколько их, где держит заложника, и кого стоит пристрелить в первую очередь, если что. Глава 41. «Мне не нравится», — решительно заявил Тэхён. «Перепутать тебя с Кимом может только сильно близорукий человек, который никогда его не видел». Они подобрали идеальный костюм, обувь на каблуке, иначе уложили волосы. Приглашенная Тэхёном девушка нанесла Чимину макияж, изменив визуально линию скул и носа. Но Тэхён все еще был недоволен. «Представь, что тебя последние лет 10 окружают бриллианты», — требовал он. «Ты сам драгоценное украшение, экзотическая птица. Ты должен производить впечатление. Нужна какая-то яркая акцентная деталь». «Пак-Чимин», — в кабинет заглянул один из сотрудников отдела Намджуна. «Тебя не поймать. Ким Намджун вчера просил передать». Он вручил Чимину белый конверт с его именем. Внутри был ключ от дома и записка. «Дорогой Чимин, прошу простить за беспокойство, но я был бы тебе очень благодарен, если бы ты присмотрел на время моего отпуска за известной тебе картиной. За дом я не беспокоюсь, а за нее очень. Можешь ли ты перевести ее к себе на время? Надеюсь, моя просьба не вызовет у тебя сложностей, ведь картина тебе так нравится. С уважением, Ким Сак-джин». Тэхён пощелкал в воздухе пальцами и расплылся в улыбке. «Машина! Ты приедешь в автомобиле Сак-джина, и тогда никто не усомнится». «Украшение, птица», — бормотал Чимин, настраивая себя на нужный образ. «Мне очень повезет, если они близорукие». И как-то совсем не вовремя он подумал о том, что не быть ему Ким Сак-джином, конечно. Ким Намджун-то выбрал не его. Хотя когда-то Чимину этого очень хотелось. «Я слишком маленький», — хмыкнул он. «И в его машине я просто потеряюсь. Но идея неплоха, конечно». «Не настолько», — отрезал Тэхён. «Ее многие знают. Она сделает за тебя основную работу». «Буду думать о том, что если справлюсь, то смогу хотя бы на время воссоединиться с этой картиной», — решил Чимин, лишний раз подправив идеальную прическу. «Если что, ты знаешь, где меня похоронить, да?» Он взглянул на Тэхёна с тенью улыбки. «Ладно, не переживай. От меня много не требуется. Вытащить от них чёное, а остальное оставить вам. Прикроете же». «Если что», — со страшным оскалом пригрозил Тэхён, «я похороню тебя в нашем семейном склепе и буду каждый день завывать на твоей могиле, не давая тебе покоя. Размечтался тут». «Дай мне хотя бы помечтать». Чимин сдернул подбородок, вновь глядя на себя в зеркало. Расправил плечи, вытянулся весь, как только мог. «Здравствуйте, меня зовут Ким Сак-джин. Чем я могу вас порадовать?» Проворковал и очень мягко улыбнулся. «Иди-ка сюда». Тэхён дернул его за руку к себе, обнял и замурчал над ухом. «Ты красив и знаешь это. Тобой восхищаются. Ты самое дорогое, что есть в галерее, включая твоего коллегу Чона. Ты идеален». Посмотрел в глаза и крепко поцеловал, сминая губы. Впервые так поцеловал после того, как Юнги вернул Чимину кольцо. Отпустил и кивнул. «Запомни это состояние и держи его». «Спасибо», — ответил Чимин и больше не смотрелся в зеркало. Быть Ким Сак-джином оказалось непросто. Пак Чимин чувствовал на себе чужие взгляды, едва вышел из дома в своем белом пальто. Взял такси и поехал к дому истинного Сак-джина, чтобы там пересесть в его машину. Но перед этим зашел в дом и еще раз посмотрел на ту картину. Что ж,
Было у них с Ким Сок-джином хотя бы что-то общее. Они оба ей восхищались. Когда настало время выезжать, Чимин поговорил с коллегами по телефону и получил информацию от Чингука. Взял с собой небольшой кейс с наличными. Надо же было попробовать откупиться. И поехал в тот ангар. Никуда не торопился, не нервничал. Вел шикарный автомобиль по дорогам с безукоризненной уверенностью. На стреме у дверей сидело уже 4. И, завидев автомобиль, припаркованный неподалеку, засуетились. Парень с лысой головой передал какую-то купюру усатому напарнику. Видимо, проспорил, что тот франт из галереи все-таки приедет. Чимин поправил воротник, подхватил кейс и вышел из автомобиля. Он надеялся на благоразумие Ямады, что тот не прикажет пристрелить его на месте, не дав Ким Сок-джину раскрыть рта. Каблуки отстучали 65 шагов до дверей. Парни плотоядные пошло оскалились, словно прежде чем убить это создание в белом, предпочтут им овладеть всей толпой. «Здравствуйте. Меня зовут Ким Сок-джин. Меня ждут». Чимин словно не заметил этих рожь. В его кейсе были сплошные драгоценности во всех карманах, в глазах, в улыбке. Он сам был великой драгоценностью, на которую можно только смотреть. Его проводили внутрь. Еще снаружи агент успел осмотреть окружающие постройки. Скоро стемнеет. Вся оперативная группа прибудет на место, засядет по всем кустам и будет ждать подходящего момента. Пак Чимин оказался не в старом обветшалом ангаре. Он был на сцене, не иначе. И исполнял главную роль. Возможно, последнюю. Ямада Кёнджи вышел к нему, а за ним и младший сын, до сих пор прихрамывающий на левую ногу, поэтому пришлось держаться за широкое плечо соратника. «Прошу вас, давайте будем благоразумны», — произнес Чимин и поставил кейс у своих ног. «Здесь сумма, о которой вы просили, помноженная на 3. Я хочу увидеть своего партнера, а потом мы обсудим остальное». «Какого черта нам с тобой обсуждать?» — зашипел Тоши. Хорошо, что зрение у него тоже было не очень, а страшный день, когда он потерял брата, остался в памяти битыми стеклами с размытой картинкой. «Отец, он хочет откупиться за смерть Такео?» — взревел он и ухватил за плечо, потому что слишком сильно дернулся от злости. «Он думает, его сраные деньги вернут моего брата?» «Это он?» — просто спросил Ямада-старший. «Да, это он, этот ублюдок, что его подстрелил!» — задергался Тоша, словно в конвульсиях. Ямада Кёнджи, до этого державший руки за спиной, вскинул ладонь. Парень, удерживающий младшего, скрутил его еще крепче. Ямада сделал несколько шагов вперед. «Пожалуйста, говорите по-английски. Я плохо понимаю японский», — вежливо попросил Чимин. «Вы хотели меня видеть, и я пришел к вам. Разумеется, это не попытка задобрить вас. Просто все в этой жизни имеет цену. Я могу дать больше, если нужно. Можете оставить себе картину, но прошу вас отпустить моего партнера». «Что еще ты можешь?» — внезапно спросил Ямада, разбирая его взглядом на мелкие детали. Сложно было устоять перед такой красотой. «Могу достать вам тело», — ответил Чимин. «Могу встать перед вами на колени». Он не знал, стал бы реальный Сок-джин такое говорить, но сейчас видел в глазах пожилого человека то, что заставило его произнести. «Ну, для начала я хотел бы увидеть Чон Хасока», — спокойно повторил он, хотя и хотел бы надавить. «Открой!» — кивнул Ямада. «Что?» — Чимин хлопнул глазами. «Кейс?» «Нет, рот!» — ухмыльнулся Кёнджи и кивнул на пол у своих ног. Чтобы открыть кейс, Чимину пришлось опуститься на одно колено. Он не знал, стал бы Сок-джин так делать. Наверное, не стал бы. Но вот так снизу почти игриво взглянул вверх,
демонстрируя мужчине новенькие купюры. «Приведите!» — приказал старший Ямада. «Отец!» — снова взвыл Тоши. «Замолчи!» — рыкнул мужчина. Чимин медленно поднялся на ноги. Чон Хасок, что уже почти сутки находился в тесном, темном и вонючем подвале, вывалившись наружу, завопил, едва только увидел белое пятно. «Сакджин! Ты приехал, Сакджин!» Но только потом, спустя пару мгновений, заткнулся, когда вгляделся в человека в белом. «Уходи!» — Чимин указал на двери головой. «Машина у дороги, ключи внутри». «Вы ведь дадите ему уйти?» Он повернулся к Ямаде. «Он совсем ни в чем не виноват». «Пусть уходит», — разрешил тот. «Ну, начал было Чон. «Замолчи, Хасок». Чимин посмотрел на него строго. Он впервые назвал его по имени, и так, будто они всю жизнь были не только бизнес-партнерами. «Ты можешь быть свободен. Это мое дело, и не делай глупостей, хорошо?» Хасок снова замер на месте. «Да вали ты уже нахрен!» — зарычал кто-то из парней, что его вытащил. Хасок стремительно кивнул Чимину несколько раз и буквально выбежал на улицу, не оглядываясь. Забрался в просторный салон и обхватил себя руками. Его трясло. Трясло от мысли, что это мог бы быть реальный Сакджин. Он мог попасть в такую ситуацию из-за него, из-за Хасока. О чем он только думал, когда решил, что с этими парнями можно договориться. «Тигр, заложник, вышел, сел в авто», — сообщил Тэхёну по рации дозорный под позывным «Медведь», как самый ближайший к той машине. «Так что ты там говорил про тело?» — продолжила Ямада, обходя оставшегося парня по кругу. «Я могу вам его достать», — невозмутимо повторился Чимин. «Вы же хотите достойно его похоронить». «Что у тебя тоже полно связей в этом городе?» — усмехнулся мужчина, приглядываясь к нему. «Как изменился Сан-Франциско, пока нас не было». «Все меняется. Хотим мы этого или нет. Иногда даже в лучшую сто». Чимин не успел договорить. Чужая рука резко толкнула его в плечо. Он упал на колени прямо на раскрытый до сих пор кейс. Ямада перехватил у лысого прихвостня серебристый револьвер и приставил дуло прямо к колбу Ким Сакджина. «Да пристрели ты его, отец! Пристрели его, как он пристрелил Теки!» — завопил Хоша. Чимин не знал, сделал бы это Сакджин. Наверное, он бы вообще здесь не оказался. В белом пальто, на коленях в кейсе, полном свеженьких хрустящих купюр. Да, Ким Сакджин не оказался бы здесь. Ким Сакджин — драгоценность. Его место в другой коллекции, где-нибудь на итальянской вилле в объятиях Ким Намджуна и с Ким Ханбином на руках. А Пак Чимин — просто искусно выполненная стекляшка. Изящная подделка, фальшивка, открывшая рот, но не для того, чтобы еще что-нибудь сказать, а чтобы лизнуть дуло револьвера и запустить между своих губ. В конце концов, что-то в глубине его души очень жаждало этой пули. Руководство операции взял на себя лично начальник департамента. Но фактически все зависело от лидера штурмовой группы, который посмотрел на Тэхёна, пожевал кончик сигареты и заявил: «А ты, парень, в это не суйся». Тэхён взвился. Конец спору положил шеф департамента. «Не смотри, что он аналитик. У Кима точность поражения движущейся целей не меньше, чем у твоих бойцов». Так что к участию в операции Тэхёна допустили, чему он был очень рад. Иначе ведь совсем с ума можно было сойти, зная, что Чимин внутри. Ни один из них не искал легких задач. Они знали, где работали и были готовы к опасности всегда. Но Тэхён раньше не подозревал, что беспокоиться за кого-то куда тяжелее, чем быть в центре самой опасной операции. Двое из четверки, охраняющие ангар, вошли внутрь вместе с Чимином и остались там.
Оставшихся снимали контактно, ножами, так что они даже пикнуть не успели. Также бесшумно группа захвата сосредоточилась перед ангаром, чтобы через несколько минут под стенами здания прогрохотало, а дверь вынесла взрывной волной. Основной целью Чимина было отвлечь Ямаду и освободить заложника. Он это сделал. А когда прозвучал взрыв, то словно очнулся от странного сна, в котором решил, что его история завершится здесь. Чимин вспомнил, как всегда хотел, чтобы отец им гордился. Его отец, гордость полиции Вашингтона, так и не узнавший, кем решил стать его старший ребенок. Сейчас Чимин понял, что если бы они встретились где-то на небесах, за такую смерть он бы точно не пожал ему руку. Он воспользовался секундным замешательством Ямады. Тот и так слегка задумался, пока Чимин стоял перед ним со стволом во рту, и даже не пытался сопротивляться. Не надеялся на какие-то непристойные мысли в голове пожилого человека. Ну, может, тому что-то вспомнилось из далекого прошлого. Кто ж его знает, как он предпочитал развлекаться. Чимин воспользовался этим шансом остаться в живых. Взрывом, заставившим Ямаду вскинуть взгляд к дверям, кейсом, стоящим под ногами. Он подпрыгнул прямо на коленях, перехватил кейс и подбросил вверх, угодив по подбородку Ямады. Тот взревел, купюры разлетелись, как подхваченные ветром осенние листья. Откатившись в сторону, Чимину оставалось надеяться, что появится возможность встать и спрятаться штурмовиками. Он-то был безоружен, хоть и в бронежилете. Первая группа бойцов ворвалась в ангар и открыла огонь. Тэхён был во второй с разницей в пару минут. Он мгновенно нашел взглядом Чимина, коротко крикнул своему командиру, обозначая намерение, и буквально перепрыгнул через напарника, в движении перебрасывая ему заряженный кольт. «Отходи, прикрою!» — проревел он, нажимая на курок, укладывая на грязный пол того усатого, что встречал Чимина. Чонгук передал им очень много ценных сведений и о количестве человек, и об их вооружении. Вот только левшу среди этих головорезов он не заметил, а может, не придал значения. И траектория пули справа налево стала очень неприятным сюрпризом. Винтовка Арисака была создана с избыточными показаниями точности и высокой убойной мощностью. На таком малом расстоянии она пробила бронежилет Чимина как бумагу, отбросив его самого в сторону. А ведь только-только поднялся и не успел сделать хоть один точный выстрел. Один из бойцов принял его буквально на руки и потащил к выходу, пока остальные прикрывали. Тэхён двумя выстрелами уложил стрелявшего, хотя было достаточно и первого. Второй в голову был от волнения. Когда не закончили, в живых осталось трое. Сам Ямада, его непутевый младший сын и еще один из бандитов, в самом начале бросивший оружие и забившийся в угол. Ямада сдался, как только понял, что следующим убьют младшего, и без того уже раненого вчера. Он бросил оружие и сдался, хотя это стоило ему очень многого. Чимин еще был в сознании, когда его вытаскивали, но как только увидел над собой Тэхёна, то слегка виновато и болезненно ему улыбнулся, а потом закрыл глаза. Ему очень хотелось увидеть лица Юнги, отца, матери, на худой конец Мерилин. Но когда он отключился, то оказался во мраке. But I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water, like a teardrop in your palm, and it's a hard